Всем большой привет! Сегодня будем выполнять вот такие дизайны. Сегодня будет море информации, так что оставайтесь со мной и давайте начнем. Конечно же, как вы уже поняли, сегодня речь пойдет про стемпинг, а именно про нашумевшую фирму Swanky Stamping. Я ее, конечно же, тоже решила попробовать. Первое, что я заказала, это вот такой вот красивый штамп. Он прозрачный, то есть у него есть прозрачное дно. Вы видите, что вы отпечатываете. В комплекте с ним был скрапер. Еще я взяла Skin Defender розового цвета. Если кто не знает, это такая штука, которую мы обмазываем кутикулу, чтобы потом снять пленочкой и не оттирать с пальцев лишнюю краску. И посмотрим на цвета, которые я заказала. Взяла я 5 цветов, 3 самых ходовых. У меня это белый, черный и серебряный, и еще 2 пастельных, это розовый и нежно-сиреневый. И посмотрим поближе на пластиночки. Вот такая пластинка выполнена очень качественно на пластиковой твердой подложке. И еще, смотрите, хотела вам показать, у них 2 защитные пленки. Это сделано для того, чтобы ни в коем случае ничего при транспортировке не испортилось, не поцарапалось и так далее. Честно скажу, у меня есть разные пластины и с AliExpress, и от Born Pretty, но такого качества печати я не видела нигде. Сейчас я вам приближу, покажу. Вы просто посмотрите, какие тоненькие прожилки, детали, все учтены просто до мелочей. Очень красиво оформлено. Каждая пластинка в своей индивидуальной упаковке. Покажу еще. И есть, конечно же, номера. Еще заказала вот такую пластинку 0,26, там цветы, 0,42. Взяла ее, если честно, вот из-за такого вот крошки папоротника. Он мне очень приглянулся. Сзади написано способ применения. Очищаю я штамп вот такой скотч строительный обычный. Я думаю, он есть у каждого дома. И в принципе-то здесь ничего сложного нет, все как и с любым другим стемпингом. На самом деле смысл этого стемпинга в самих лаках. У лаков у этих для стемпинга идеальная текстура, они не жидкие, не густые, очень хорошо пигментированы. Сегодня я вам это продемонстрирую на всех цветах, которые у меня есть. Для начала возьмем черный. Черный, сами знаете, очень часто растекается или перепечатывает не все, но с этим штампом и с этими красками у меня такой проблемы не было. У штампа есть липкость, ни в коем случае нельзя этот штамп бафить, объясню чуть-чуть попозже почему. Мы его очищаем просто о скотч и продолжаем работать дальше. Возьмем фиолетовую краску. Казалось бы, она может быть полупрозрачной, но опять мимо, тоже нет. Очень яркая, отличная. Посмотрите, какие мельчайшие детали, и все у нас пропечатывается. Вот такая вот паутинка. Ее можно сделать на пол ноготочка. Я взяла серебряный цвет для этого. Сейчас вам не очень хорошо будет видно, но я думаю, что вы все равно увидите, так как я тестирую цвета все-таки на бумаге. Посмотрите, и опять все очень хорошо и идеально. В общем-то, вообще у меня ни разу не возникло проблем. Пластины я очищаю специальной жидкостью, но можно это сделать еще жидкостью для снятия лака с ацетоном. И розовый цвет тоже потестила. Посмотрите, как хорошо даже самые-самые мелкие точечки он отпечатывает. Что я заметила в работе со Swanky Stamping, так это то, что краска идеально разработана для того, чтобы отпечатывать как тонкие линии, так и толстые. Это раз. Во-вторых, я не знаю, как они это сделали, но с этим стемпингом вы можете тормозить, вы можете не спешить работать. И у вас все равно все отпечатывается. Сегодня будем работать пигментами и втирками. Мы просто берем с вами, закрашиваем понравившийся нам рисунок, убираем все лишнее, перекатывающим движением, именно перекатывающим движением мы забираем краску с пластины. Кстати, прошу заметить на размер каждого рисунка на пластине. Он подходит как для коротких, так и для длинных ногтей. Дальше происходит самое интересное. Мы берем всевозможные пигменты, втирки и начинаем вбивать в штамп. Я нашла какую-то самую старобенную кисточку, но она не должна быть у вас большая. И начинаю потихонечку тамповочными движениями раскрашивать наш рисунок. Конечно, если бы штамп у меня был без блесток, это было бы видно намного лучше, но мне почему-то захотелось блеснуть, так скажем.
и поиграться с разными цветами. Взяла еще фиолетовую втирку, наверное, помните, были они на пике популярности весной, и у меня было 4 цвета, я ими пару раз поработала, и они у меня лежат. Пигменты тоже, девчонки, уверена, у всех лежат пигменты, и никто ими особо не пользуется, очень-очень редко. Но вы посмотрите, как круто можно их использовать и поиграться с ними, со штампами. Я засекла, на этот рисунок у меня ушло 4 минуты ровно. И просто перепечатываем. Перепечатываем мы штамповочным движением, уже не перекатывающим. Все идеально, ничего не нужно подсушивать, все уже сухое. И вот он весь секрет. Как же у нас отпечатывается рисунок? Пока я выполняю в этой же технике другой дизайн, могу немножко с вами поболтать. Вся суть в том, что эта краска очень хорошо переносится на дисперсионный слой, то есть на липкий слой гель-лака. Так что выбирайте белый цвет с хорошей остаточной липкостью. Если у вас белый гель-лак имеет недостаточную липкость, тогда возьмите и перекройте тоненьким слоем, прямо тончайшим слоем базы. И тогда у вас на липкость базы все прекрасно отпечатается. Но, естественно, сделать нужно белую подложку, чтобы цвета смотрелись ярче. Как вы можете видеть, у меня уже красочка-то высохла наша для стемпинга, а рисунок у меня все равно отлично переведется. В общем, осталась в полнейшем восторге от этих материалов и заказала их, потому что увидела уже у многих блогеров и у многих именитых мастеров, что они взяли представительство этой торговой марки. Думаю, что же в ней такого, надо мне тоже попробовать. И попробовала, не ошиблась, обязательно приобрету себе еще пластин. Крутые дизайны, быстрые, качество просто отменное, цена хорошая. И еще смотрите, если вдруг вы сильно впечатываете и у вас кусочек, например, не перевелся, то вы можете допечатать сбоку еще разок. Вот и все. Просто потом перекрываете 2 слоями топа. Вот такие дизайны можно сделать буквально за считанные минуты. Ссылочки обязательно все оставлю в описании под видео, где заказывала. Достаточно бюджетный стемпинг и плюс по качеству он очень хороший. Кому было видео полезным, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на мой канал и подписывайтесь на мой инстаграм. С вами была Таня. Всем пока!